All right, so let's, we want to use our imaginations when we come to the text. Итак, когда мы подходим к тексту, мы хотели бы использовать воображение свое. But we don't want to be so imaginative that we leave the text. Мы не хотим, конечно, настолько включить воображение, что мы оставим вообще текст и пойдем себе что-то фантазировать. So we want to, when we take a story, for example, Noah's Ark, И когда мы берем какую-то историю, например, история о Ноевом ковчеге, we want to look at that story in a sense of being true to life. наша цель в том, чтобы рассматривать эту историю, чтобы увидеть вот жизнь, реальность жизни, которая стоит за ней. For example, when you see a lot of the Noah's Ark art, it's not true to life. И когда вы видите множество разных картинок из воскресной школы про Ноев ковчег, на самом деле это не отображение реальной жизни, такой, какая она там была. You have a little bitty ark and there's a giraffe head and an elephant nose and squirrels running on the top. Да, то есть, вы видите, да, маленький этот ковчег, и из люка высовывается слон хобота, и белочки бегают по всему ковчегу. And that's not true to life. Это неправда. So if you, actually there's a book by a guy named Woodmurapi. Да, и есть книга, написанная человеком по имени Вдумчиво, And he investigates the whole Noah's Ark. и он исследовал весь Ноев ковчег. And he takes all the animals that should have been in there and says it was probably 1/3 empty. И он говорит, что он взял всех животных, которые, по идее, должны были туда войти, и рассмотрел, как они туда вписываются, и он говорит, где-то на треть ковчег должен был быть свободен. Which is very interesting because there was room for a lot of people. И это интересно, потому что было пространство для многих людей там. But he goes through how you would feed all of these animals. Но он поднимает также вопрос, как вам кормить всех этих животных. And he argues that Noah probably had a zoo for maybe, 50 years before the flood happened. И zoo. Collection of animals. И его точка зрения также в том, что у Ноя был, скорее всего, зоопарк. На протяжении где-то 50 лет до потопа Ной содержал зоопарк. And he probably trained the animals and then only kept the new babies to get on the ark. И он, скорее всего, воспитывал этих животных и позволил только маленьким, уже рожденным в зоопарке, в неволе войти в ковчег. And some of the animals may have been food, like rabbits, for example. И, возможно, rabbits were food they multiply very, very rapidly. Да, и, возможно, некоторые животные, например, кролики, были пищей для остальных. Кролики, потому что они быстро размножаются. So you want to think, how does all of this work? И, конечно, ваше желание видеть, как вообще это все могло работать. Now, from a theological standpoint of Noah's Ark, с богословской точки зрения, да, Ноев ковчег рассмотрим. Who was killed in the flood? Кто погиб во время потопа? Everyone. Everyone except for 8. Все, кроме 8 человек. И каждый тварь по паре. And of course animals. Yes, and so all of the unrighteous were killed. Все неправедные люди были убиты. Now the righteous, all of the righteous were saved. Все праведные были спасены. And so you can see salvation and judgment, they go together. И вы видите, что спасение и суд, они идут одним пакетом. So you'll notice as you go through the rest of Scripture, whenever there's salvation, there's also judgment. На протяжении всего остального Писания мы видим эту закономерность, что там, где есть спасение, там также есть и суд. At Passover, there's salvation, but there's also judgment at the same time. На Пасху египетскую случилось спасение, но также случился суд в то же самое время. When Israel is saved at the second advent, когда Израиль спасется при втором пришествии, salvation and judgment go together. Спасение и суд также будут идти вместе. Now we notice something else about Noah's Ark. There's only one way of salvation. Как мы уже говорили, в Новом ковчеге есть еще одна интересная богословская концепция. Есть только один путь спасения. And in that one way of salvation, there was special revelation. И этот путь спасения включает в себя особое откровение. God told Noah how to build the ark. Бог сказал Ною, как построить ковчег. And then after salvation, there's a sacrifice.
И после спасения есть жертвоприношение. And it's a Thanksgiving sacrifice. И это жертва благодарности. And then what does Noah do after he is saved in the flood? И что делает Ной после того, как он спасся при потопе? He sins. Он грешит. He sins. Ну, он приносит жертву сразу же, но потом он грешит. Now think about what Noah sees after the flood. Подумайте, что Ной видит после потопа? Что вокруг него? Голая земля. The dry land. Ні, вже були листочки, більш за все, Already there were green leaves, so already some plants recovered. Just starting. Just Лишь начало beginning. все. But the majority of everything would have been muddy and destruction. Большая часть обстановки вокруг него это болото, это разрушение. And prior to the flood, you think of everything like a jungle. You think of everything like the Garden of Eden. И перед потопом вы можете себе представить, что там было такие густые джунгли, почти Эдемский сад. So he goes from a very beautiful earth to a absolutely horrible, devastated earth. То есть Ной проходит путь от совершенно прекрасной земли до совершенно невообразимо разрушенной земли. It would have been completely unrecognizable. И земля изменилась до неузнаваемости. So everything that was old is now gone. Все старое ушло. You think that man had 1,000 years of civilization, maybe, what is it, 1,500 years, whatever Да. it is. Мы думаем, что человеческая цивилизация где-то там 15, Before the flood. Да, то есть мы считаем, что перед потопом человеческая цивилизация просуществовала где-то 1500 лет. And the average age is 900 years. И средний возраст, средняя продолжительность жизни 900 лет. Just think how intelligent and how useful you would be if you had 900 years of knowledge. Просто подумайте о том, насколько вы станете умным и сколько всего полезного можете сделать, если проживете 900 лет. 900 лет будете накапливать знаний. So you think about the civilization before the flood, the cities and whatever happened before the flood would have been amazing. Подумайте о том, какая цивилизация могла быть перед потопом, какие могли быть города, какое. Это было что-то потрясающее. And now everything is buried in mud. А теперь все это похоронено под слоем грязи. You know, the evolutionists say all of those layers are millions of years. Эволюционисты говорят, что все эти слои миллионы лет. All of those layers is mud from the flood. Но все эти слои, которые там кембрийские и так далее, это все грязь после потопа, слои грязи, слои осадочной породы после потопа. So whatever cities were around before the flood are hundreds of feet under mud at the moment. Какие бы ни были там крутые города до потопа, теперь они уже там сотни метров под землей. Now let's take another place. Let's go to 1 Samuel 18. Вот давайте другое место. 1 Царств 18. Now here we see Saul sinning. Тут мы видим, как Саул грешит. Now Saul's a great guy. Саул тоже великий человек. For a little while. На какое-то время, по крайней мере. Now in 1 Samuel 18, what was Saul commanded to do in regard to the, what are we doing with Amalekites, right? В 1 Царств 18. Что Саулу повелено делать с амаликитянами? Убивати. Kill them all. No, wait a second. I'm Probably on 15. 15, thank you. 15 глава, точнее. 15. So you already know these things, already ahead of the schedule. Alright, so Saul is supposed to utterly destroy the Amalekites in verse 3. 15 глава, 3 стих. Саулу повелено поразить амаликитян и истребить все, что у них есть, вообще все. In verse 3, he's supposed to kill everything, human beings and animals. В 3 стихе сказано, чтобы он убивал всех, и животных, и людей. And so he did defeat them. И он поразил их. And then he started sacrificing some of these sheep. И потом начал приносить в жертву некоторых их овец. In verse 9 tells us he spared the king and a lot of the animals. Стих 9 говорит, что он пощадил царя и множество животных. So we have disobedience. И мы видим непослушание таким образом. And so if you look at verse 12, 13, and 14,
И когда вы смотрите на стихи 12, 13, 14, can you hear that conversation? можете ли вы услышать эту беседу, как она происходила? Should I read it? Yeah, just read it to yourself there. Почитайте про себя, пожалуйста. So notice what Saul says in verse 13. Обратите внимание, что говорит Саул в 13 стихе. I carried out every command of the Lord. Благословен Дух Господа, я исполнил Слово Господа. And Samuel said, why am I hearing sheep? А Самуил говорит, а что это за блеяние овец и мычание волов, я слышу? So when you read a passage, you want to hear what is happening. И когда вы читаете отрывок, старайтесь услышать, что там происходит. Because there are things in the passage that bring all of this to make it true to life. Потому что есть детали в отрывке, которые обычно, есть такие детали, которые помогают нам представить, как реально в жизни это все выглядело. Now we come to verse 22 and 23, and that looks like the main point, doesn't it? И мы переходим к стихам 22 и 23. Похоже, что это основная мысль, не правда ли? And read those two verses. There. Прочитайте, пожалуйста, два этих стиха. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послух Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість кращий від баранячого лою. Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бована. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Now notice the definition of idolatry in verse 23. Обратите внимание на определение, которое Самуил дает идолопоклонству в 23 стихе. So if you're doing a study of idolatry, Если вы делаете исследование идолопоклонства в Библии, this whole chapter becomes part of your definition. вся эта глава становится частью вашего определения. Now, a lot of people would not consider this idolatry. Многие люди, они не считают, вот, не посчитали бы вот происшедшее идолопоклонство. He keeps the best of the sheep so that he can sacrifice to the Lord. Саул оставил лучших овец, чтобы принести их Господу. But Samuel tells him that's rebellion, that's idolatry. Но Самуил говорит ему, это противление, это идолопоклонство. So there's a true to life concept when you get into a passage. И концепции, они обрастают жизнью, да, они становятся зримыми для нас, когда мы проникаем глубже в отрывок. So in Samuel you want to hear the sheep. И поэтому в отрывке из Царств мы хотим услышать это блеяние овец. One thing about Noah, when he gets off the ark, how would that smell? По поводу Ноя, да, когда он выходит из ковчега, как там пахнет? It would stink. Там воняет все. There would be floating dead bodies, rotting corpses. Like on the land. Yes. Да. When the water На земле went там плавают тела, там разлагаются трупы. Water had been standing around for a half a year, wherever he was. Полгода везде стояла вода, где бы то ни было. And it would have just absolutely, the smell would have been overwhelming. И запах вот в это время, после потопа, он просто выносит мозг. In another passage, like Genesis 22, when Abraham is sacrificing Isaac. Еще один отрывок, Бытие 22 глава, когда Авраам приносит в жертву, почти приносит в жертву Исаака. Do you have the feelings of a father and a son? Видите ли вы чувства отца и сына в этой истории? And God tells him to sacrifice the son. И Бог говорит Аврааму принести сына в жертву. Now, in the story, Isaac carries the wood up the hill. В этой истории Исаак тянет дрова на холм, на гору. So he has to be 10 years old or 15 years old, however old he is, but he's old enough to carry the wood. То есть он должен быть уже как минимум там 10-15 лет. Ну, он достаточно взрослый, чтобы тянуть дрова на себе. Some in commentaries speculate he's the exact age of Jesus on the cross, but you know, they're making that up. Некоторые комментаторы, они даже высказывают догадки, что Исаак в этот момент того же возраста, что Иисус, когда тот шел на Голгофу. Но тут это уже больше как
I tend to agree with that, but that's not in the text. То есть я в целом готов с этим согласиться, но в тексте прямо это не указано. So Abraham has been waiting on this promise until he was 100 years old. И Авраам ждал исполнения этого обетования до своего столетия. And if 100 years old is too old to have Isaac, now Abraham's 110 or 120 or 130. И если уже 100-летний человек, как бы ему уже вроде как поздновато ждать сына Исаака, то теперь Аврааму вообще там 110, 115, 120 лет. So now, are you feeling the tension in that story? Чувствуете ли вы вот в этой истории напряжение, когда отец с сыном идут? So when you read, you want your imagination to put yourself in that story. Когда вы читаете, включайте воображение, чтобы оно было задействовано в этой истории. And some of the interesting things about that story is Abraham woke up early and left to do what God said. И интересно еще в этой истории, что Авраам встал рано и пошел делать то, что Бог сказал ему. And so, as a matter of fact, turn to Genesis 22. Ну, откройте вообще Бытие 22 главу. And let's take a look at somebody that was reading this passage and making a comment on it. So hold your place and look at Hebrews 11. Да, и заложите, пожалуйста, себе этот отрывок пока, положите там палец или что, и откройте сейчас Евреям 11 главу. So you want them to read? Yeah, so hold your place in Genesis 22. Да, We'll be there in just a minute. держите Бытие 22 главу открытой в зоне доступа, но сейчас, заложив, откройте Евреям 11 главу. And somebody read Hebrews 11. Но прочитайте, пожалуйста, Евреям 11 главу. Verses 17 through 19. Стихи с 17 по 19. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресит, почему и получил его предзнаменование. Now, where does he get resurrection? Abraham? The writer of Hebrews. Да. Where does he get resurrection? Как вообще Авраам мог понять, что такое воскресение? Откуда он мог понять идею воскресения? Автор послания к евреям, откуда он мог знать, что Авраам ожидал воскресения Исаака? Is he making stuff up or is he reading the text? Придумывает ли автор послания к евреям что-то, либо он просто читает текст внимательно? So now let's look at Как Genesis. автор послания к евреям делает такой вывод? Let's look at Genesis 22 now. Но давайте посмотрим Бытие 22 главу сейчас. And he says, let's see, Genesis 22 in verse 5. Read that verse. Бытие 22, стих 5. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Возвратимся к вам тут разом. Like we will come back to you together. Correct. So Да. Abraham, Isaac, and servants traveled for 3 days. Авраам, Исаак и слуги, они путешествовали 3 дня. They stop at the bottom of the mountain, and only 2 people go up the mountain. Они остановились у подножия горы, и только 3 человек поднялись на гору. Now, at the end of verse 5, what is the subject of the verb return to you? И в конце 5 стиха, кто подлежащий вот в этом предложении «возвратимся к вам»? Авраам и Исаак. Abraham and Isaac? Correct. Да. It's we. Мы возвратимся. So Abraham already anticipates after the sacrifice, Авраам уже ожидает, что после жертвоприношения, he and Isaac are going to come back. что он и Исаак вернутся. Now, the author of Hebrews is reading it that way. И автор послания к евреям именно таким образом это читает. So that little pronoun is very important. I guess I don't even know if you have a pronoun on the Russian We verb. don't have pronoun, but it's clear from the text. Correct. Me and my son will come there. Mm-hmm. Oh, it says me and my son. In a previous phrase. Okay. Okay. Right. Right.
And we will, and yeah, it's plural verb there. Correct. So that's how important your verbs are, yes. Да, вот насколько важны ваши глаголы. And what helps you in that observation is to be into the text. И что помогает вам в наблюдениях, это вот проникать в текст, See what the characters are seeing. Постараться, так сказать, одеть ботинки героев, постараться увидеть то, что они видят. And hear what they hear, smell what they smell. Услышать то, что они слышат, понюхать то, что они нюхают. In one last example, Moses, when he struck the rock in Numbers 20. Еще один пример. Числа 20 глава, Моисей, когда он ударил там камнем, палкой по... жезлом по скале, да. So after about 38 years of these people, где-то после 39 лет с этим народом, and he's constantly arguing with them. и все 39 лет он постоянно с ними спорит, постоянно они с ним ругаются, постоянно они ропщут. Can you understand how Moses gets upset and strikes the rock? Легко ли вам понять, почему Моисей выходит из себя и ударяет жезлом по скале? It's really easy to understand. It's very easy to understand. I'm shocked it didn't happen earlier. Я вообще шокирован, что это раньше не случалось. Я шокирован, что он все время вступается за этот народ. I'm shocked that he is all the time interceding for that people and praying for them together. But God still holds him responsible. Но Бог все равно возлагает на него ответственность. And of all the moments in Scripture, that's one of the hardest moments for me. И вот из всех моментов, которые я вижу в Писании, этот один из самых, как мне кажется, трудных. But at the same time, you have to be on God's side. Но тем не менее, вам нужно быть на стороне Бога. You have to realize God is righteous in all things that He does. Вам нужно понимать, что Бог праведен во всем, что Он делает. So this is bringing your imagination into the text. То есть, что я хочу всем этим сказать, что нужно вкладывать воображение, когда вы читаете текст. Now, just because you have an idea doesn't mean your idea is correct. Лишь то, что у вас появилась какая-то идея по поводу текста, это не значит, что эта идея правильная. And that's why I'm glad we had the discussion. The discussion is good. И вот почему я рад, что у нас есть дискуссии, потому что дискуссии это хорошо. Because you want to test it with other scriptures. Поскольку вы хотите ваши идеи испытывать с другими отрывками Писания. And sometimes it holds true, and sometimes it does not. И порой там все правда, а порой не очень. So Порой ваши идеи правильные, а порой они не выдерживают испытаний. let's look at how to study a verse in context. Let's go to Hebrews 12, verses 1 and 2. Поговорим о том, как изучать стих в контексте. 6 different types of observations here with this. И здесь у нас будет целых 6 видов наблюдения. So I'm going to run through very quickly the 6 points, and then we'll work with them. И я очень коротко вам скажу вот эти 6 пунктов, и потом мы проработаем. All right. So the first thing we want to look for И первое, что нам надо замечать, is how does the verse begin? In other words, look for the conjunction. это с чего стих начинается. Иными словами, смотреть на союз. The outline first, and then we'll actually do it. Да. Сначала мы пройдем как бы план, как исследовать отрывок, а потом уже будем, собственно, исследовать. So that conjunction is going to tell us the connection with the previous text. И союз в начале стиха указывает нам на взаимосвязь этого стиха с предыдущим текстом. Now the second thing is we want to read over the preceding verses, the ones right before it. Второе, нужно прочитать предшествующие стихи, то, что было перед этим. And then thirdly, we want to read over the following verses. В-третьих, нужно прочитать последующие стихи, что после идет. So this is building up the context. И так мы выстраиваем, собственно, контекст. So what we're reading is going to have a connection with what was said before. То, что мы читаем, оно как-то взаимосвязано с тем, что было сказано до этого. And it'll have a connection with what follows. И также это связано с тем, что идет дальше. So now the fourth step is what's the general nature of the verse we're looking at. И четвертый стих. Какая в целом природа стиха, который мы рассматриваем? In other words, is this a command? Is it a promise? Это повеление, это обетование, It may be just a statement of fact. просто утверждение о каком-то факте.
But what does our verse say? Но что говорит наш стих? И, как бы, чем он является по сути? Now we want to the fifth step И далее мы переходим к пятому шагу. is how does that general content of our verse relate to the context? Как вот в целом содержание этого стиха связано с нашим контекстом? And then finally we just want to summarize what we've discovered. И в конце мы просто суммируем все то, что мы исследовали, все, что мы обнаружили. All right, so let's take a look at Hebrews chapter 12, 1 and 2. И And давайте go through these рассмотрим steps. Евреям 12 главу, 1 2 стих, и пройдем все эти шаги. So somebody read those two verses for us. Пожалуйста, читайте эти два стиха. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающее нас грех, и терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. All right. So notice this is one complete sentence. Обратите внимание, это это одно завершенное предложение. And it's usually good to read a whole sentence at a time. И здорово читать вообще одно предложение целиком за раз. So we want to look at the conjunction. И нам нужно обратить внимание на союзы. So how does this begin? Как это предложение начинается? Посему. Therefore. Yeah. So therefore, now what kind of a conjunction is that? Посему, что это за соединение? Что это за союз? О чем? А. Выводы какие-то. So it's kind of conclusion. It's kind of it follows the previous idea. Correct. So there's a logical inference from what was said before. То есть это логический вывод из того, что было сказано перед этим. Та-та-та-та-та, посему. So that means what was said before is very important to us. И это значит, что сказанное перед этим весьма важно для нас. And if we don't understand what was before, then we can't understand this verse. И если мы не понимаем, что было сказано перед этим, то мы не поймем стих. So now we want to, in regard to the previous material, И поговорим в отношении предыдущего материала. we want to observe where the paragraphs begin and where they end. Мы хотим видеть, где абзац начинается и где он заканчивается. So let's just take the Greek right here. Давайте возьмем греческий. And where does our sentence fall? Где вообще наше предложение здесь? Воно ще з попереднього розділу. So it starts maybe from the previous chapter. Можливо, з 39-го, можливо, ще. Well, here's the paragraph right Ну вот here. смотрите, вот здесь абзац. Вот посмотрите на греческий текст у преподавателя. А в греческом? Где предложение? А в греческом? So where sentence starts? Абзац или Correct. предложение? So here is our sentence, Вот наше предложение. and this is the beginning of a paragraph that goes 3 verses. И это начало абзаца, который продолжается 3 стиха. And the previous material is another paragraph. И предыдущее предложение, оно в предыдущем материале в другом абзаце. Сегодня с вами, какая роль этого предложения в абзаце? С него начинается абзац. So I think the previous paragraph, the previous paragraph in our Greek text is saying it starts in verse 32. И в греческом тексте, кажется, предыдущий абзац начинается с 32 стиха. So we want to look up verse 32 through 40, and what do you see in there? Just, y'all are probably familiar with this И section. нам нужно рассмотреть стихи с 32 по 40. И что мы там видим? Ну, вы, наверное, знакомы с этим местом. Ізраїль. Israel. Історія Ізраїля. The history of Israel. Прочитайте все, 32 по 40. Well, this is the concluding Олег, paragraph of the прочитай whole все, но chapter. не бросайся. І що ще скажу, бо не стане часу мені, щоб сповідати про Гедеона, Барака, Самсона, Ефтая, Давида, Самоїла та про пророків, що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали
від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрості, були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Жінки діставали померлих своїх із воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння, а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани в'язниці, камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засмучені, витерпілі, ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах, і по печерах та провалях земних. І всі вони одержали засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачав щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Okay, so this is the last paragraph of all of chapter 11. Итак, это последний абзац 11 главы. So what is chapter 11 about? О чем книга, о чем 11 глава послания к евреям? О вере. About faith, Correct. about the witnesses, Людей віру. about the people of faith. Correct. So we have a whole list of examples. То есть целый список разных примеров. And that paragraph you just read really summarizes a bunch of examples all together. И в этом абзаце, который вы только что прочитали, очень много других примеров, собранные вот в одну, ну, как бы очень бегло упомянуты. So there's a dozen, maybe 24 people in that chapter. То есть в этой вообще главе где-то 2 людей. All right. So how would that relate to the verses we're looking at? И как это связано с теми стихами, о которых мы только что говорили? Це вже застосування, висновок. It's like a conclusion. What's the conclusion? Все они объединены облаком, вот эти все движения, облако свидетелей. So all of them are this cloud of witnesses. Very good. All right. Отлично. So this explains our cloud of witnesses. Этим абзацем объясняется, что же это за облако свидетелей. So are the cloud of witnesses angels? Поэтому облако свидетелей это ангелы? No. Нет. It's all these Old Testament people. Это все эти люди из Ветхого Завета. And now all these Old Testament people in a stadium and cheering us on. И вот сейчас все эти ветхозаветные герои, они на стадионе болеют за нас. Probably not. Наверное, нет. No. How would they be witnesses? What is the connection here? Каким образом они свидетели для нас? Какая взаимосвязь? Witnesses in what way? Они свидетели в каком смысле? Пример для нас. They are example for us. Examples. Very Они good. пример для нас. So now we have defined the word witness in context. То есть теперь мы дали определение слову свидетель в контексте. Because witness has a lot of meanings, doesn't it? Поскольку слово свидетель, оно имеет множество значений, не правда ли? Potential meanings. Потенциальные значения, возможно. But we've narrowed it down to these are our examples of faith. Но мы выделили ключевое значение, что вот эти люди, они примеры для нашей веры. Now, what we were looking at here, as far as our verses and what follows it, we probably shouldn't stop here. We should probably go down to verse 11. И что нам нужно делать, что, как кажется, это останавливаться на наших стихах, на абзаце с 1 по 3 не стоит, надо до 11 стиха идти. So in this context, it begins this way with our verses. И в этом контексте все начинается вот с наших 2 стихов. And it continues to the rest of the paragraph with fatherly discipline. И продолжается до конца абзаца, который повествует об отцовской Божьей дисциплине. And as a matter of fact, this whole paragraph then is about fatherly discipline. И весь абзац, 4:11, yes? Yes, verse 1 through 11. С 4 по 11 стих, это абзац, который говорит об отцовской Божьей дисциплине. So our particular verses are at the beginning of this whole section on fatherly discipline. И наши стихи – это начало вот этой целой секции, которая говорит об отцовской дисциплине. Даже с 1 по 11 это все об этом говорит. Это абзац с 1 по 11? So you see the whole paragraph like 1 through 11 as a follow. Probably, yeah. Да. I think it's probably better to do it that way. Да, преподаватель считает, что лучше даже с 1 по 11 смотреть как целый абзац. It's hard to do 2 sentences for one paragraph. Довольно трудно 2 предложения на абзац. Это, немножко непонятно.
And if you look at verse 4, И когда вы смотрите на стих 4, it begins with this reference to sin. то он начинается с упоминания греха, да? Недокровие еще сражались, подвязаясь против греха. So this concept of striving against sin is what we're reading about. И вот эта концепция борьбы против греха, вот они-то мы как раз и читаем. So now we want to analyze this particular verse. И теперь нам нужно проанализировать вот этот конкретный стих. So what's the subject of this verse? Какое подлежащее в этом стихе, какой предмет? О чем говорится? В первом. Verse number 1, yes? Well, 1 and 2 are all Один one и, sentence. 1 и 2. Кто подлежащий в этом стихе? We are. We are the subject. That's right. So Да. who does we include? Кого включают в себя мы? Those who lived at that time, those who are readers of that epistle, Ті, хто вірує в Ісуса. That's right. those who believe in Christ. So it always includes the author, Ну, во-первых, мы всегда включает автора. and then he's bringing his audience into his group. И потом автор включает в эту группу мы также и читателей своих. So the book of Hebrews is a little difficult, but we can at least call them Jewish Christians. Книга «Посланий к евреям» довольно сложная, но мы можем сказать уверенно, что как минимум речь идет о еврейских христианах. So what's the main verb? И какой же ключевой глагол, какое сказуемое здесь? Or the main clause? What are we И doing? главная фраза. Свігає на начальника. Свергнем Проходить. себя. Свергнем Let себя. us throw off everything. Correct. We're laying aside this sin and Свергнем с себя вот это бремя и грех и and let us run. let us run the race. Very Будем good. проходить принадлежащее нам поприще. Okay, so the main verb, there's actually two of them here. То есть здесь два сказуемых. So we're laying aside something. То есть мы что-то свергнем с себя, In this case, it's weight and sin. и в данном случае это бремя и грех, And we're running a race. и будем бежать гонку, бежать наш забег. So now we want to start looking at the modifiers. И теперь нужно смотреть на какие еще есть дополнительные части предложения. So we may want to ask these questions, the journalist questions. То есть давайте зададим такие типично журналистские вопросы. Why do we want to do that? Zачем нам это нужно? Зачем, like, asking questions? Mm-hmm. Да, зачем нам задавать I разные mean, what are the clauses doing? Okay, we have this great cloud of witnesses. How does that relate to the main verb? What's that telling us? Как вот эти фразы взаимосвязаны? Вот есть это облако свидетелей, как оно взаимосвязано с главным глаголом, со сказуемым? Они уже примеры, они уже это все проделали, как бы. Ну, грамматически. So there are examples. They did those. Is that a why? Is that a how? It's A who? it's how. На какой вопрос отвечает? Как, кто, когда? Дополнение. Это как? It's how А, на question. какой вопрос? Very good. Well, I don't know. How did the witnesses help us? Каким образом эти свидетели помогают нам? Ну, они прошли, и вот потому вы свергнете, идите. Вот They came through that, so therefore you guys, you It's just a motivation. throw it away. Да, это мотивация. It's a motivation. Это Okay. мотивация. Третій вірш, можливо, пояснення. Now, Нет, мы сейчас говорим о наших двух стихах. Мы выделили главное, да? now Чьи fixing our eyes предложения? on Jesus. Смотрим сейчас на второстепенные. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. How does that relate to the main verb? Как это связано со сказуемым? Что-то Можем свергнуть, если мы Он взираем. пошел впереди. He came first. He's ahead of us. Is that a what? Это Or a how? что? Это как? Это Хто? какой вопрос? Как? It's also how. It's how we do it, Это right? тоже как, да, то есть как нам это делать? So how do we run this race? Как нам бежать эту гонку? We fix our eyes on Jesus. Глядя на Иисуса. And then we have our next phrase, let's see, the author and perfecter of faith. И дальше сказано, что Иисус это начальник и совершитель веры. How does that phrase relate?
как эта фраза связана с нашим What does предложением? it modify? Что она, к чему она относится? К чему эта фраза начальника совершителя веры? нас является, да? So, who is Jesus for us? Correct. That identifies Jesus. То есть, it modifies, да? Mhm. Да, то есть Modifies Jesus. эта фраза, она относится к Иисусу, она показывает нам, кто есть Иисус. So that phrase is something that the author is highlighting about Jesus. То есть эта фраза это что-то, что автор подчеркивает об Иисусе. So fixing our eyes on Jesus is how we're going to do this. И взирая на Иисуса, это как бы как нам бежать. Да? And that phrase, author and perfecter of faith, helps us focus on Jesus, on something about Jesus. А начальник и совершитель веры, вот эта фраза помогает нам фокусироваться на Иисусе, показывая, кто Он есть. Ну, я думаю, еще и показывает, зачем же на него взирать. Если So, он it- был не тот, то какая польза взирать? Yeah, it also shows us why should we look at Him if He would not be our author and perfecter of our place. So why should we look at Him so carefully? Very good. Да. Excellent. Отлично. And then we have this long phrase at the very end, who, and then we have this joy endured the cross, despite the shame, all the rest of it. И потом есть вот эта длинная фраза в конце 2 стиха, которая отвечает на вопрос, кто, да, кто такой Иисус. Now, how does that phrase relate in our sentence? И как эта фраза связана с нашим предложением? Like the long phrase, so who for the joy set before him endured. How does that phrase relate? Как in это the длинное sentence? предложение в конце 2 стиха связано с нашим основным предложением? Потому что это второстепенное предложение. Которое это вместо предлежащей ему радости. Да. Претерпел крест, при мне облегче посрамление, воссел одесную престола Божия. Ему знакомы трудности. So he knows the hardships we are coming through. Very good. So this is, again, this is related to Jesus, right? Опять же, это связано с Иисусом. So the main verb is, let us lay aside and run a race. Основное предложение здесь это мы свергнем бремя и будем проходить поприще. How we're going to do that А как is нам это делать? fixing our eyes on Jesus. Это глядя на Иисуса. And then we have a long phrase that tells us something about Jesus. И потом идет длинная фраза, которая говорит нам что-то об Иисусе. So we notice in this sentence that the main verb, the main sentence is right in the middle. И мы видим в этой фразе, что основная фраза, да, то есть подлежащее сказуемое прямо в центре. We have a whole chapter of witnesses or examples beforehand. Итак, целая глава свидетелей или примеров для нас, они в предыдущей главе перечислены. And at the end of the sentence, we focus attention on one person. И в конце этого предложения мы фокусируемся на одной лишь личности. So now you see the shape of this verse or И this теперь вы sentence. видите, как это предложение устроено, как оно сформировано. So this is part of analyzing what this verse is doing. И вот это помогает нам проанализировать, что вообще в этом стихе происходит. So now that we've looked at the context ahead and after, И теперь мы исследовали контекст до и после. what is this verse doing? Is it a command? Is it a statement of fact? Is it a question? Что происходит в этом стихе? Какая природа этого стиха? Это заповедь, это какой-то факт, это обетование. Я думаю, Это да. заповедь. Encouragement, it's command. It's a command. Это Very заповедь, good. Ларис. That's right. Правильно, да. This let us lay aside, let us run Свергнем и будем проходить. is a cohortative, which is let's all join together in the Да, и command. это как бы Повеление. повеление, причем сказано сразу как бы нам всем, да, то есть давайте все мы это будем делать. So this command is designed for encouragement. Поэтому это заповедь, которая нацелена на ободрение. So this is how you go about looking at this verse. You want to see all these relationships between all of the different words. То есть вот как нужно исследовать этот стих и подобное. Нужно увидеть взаимосвязи между разными частями, между разными фразами и стихами до и после. So as we look at this verse, we want to see how all of these connections are made.
И рассматривая стих, мы хотим видеть, как все эти взаимосвязи устанавливаются. So the cloud of witnesses we've identified. Облако свидетелей мы поняли, что We have Old Testament examples. мы видим вот эти ветхозаветные примеры. Now, does this encourage you to go back to the Old Testament and read the whole story? Ободряет ли это вас открыть свой Ветхий Завет и прочитать всю историю этих героев? I mean, Samson, I think, just has his name mentioned, doesn't he, in the previous? Да, Самсона имя там просто упомянуто мельком. Yeah, so Да. verse 32, we've got Gideon, Barak, Samson, they're just mentioned. Стих 32, да, Гидеон, Варак, Самсон, они просто упомянуты. But he's a witness to encourage us in our spiritual life. Но и даже они это свидетели, которые могут ободрить нас в духовной жизни. So one thing we get out of this is we want to go back and read the story. И что, как бы, какая хорошая реакция для нас, это вернуться в Ветхий Завет и прочитать всю историю. Now we have this other phrase, let us lay aside every weight. И есть еще одна фраза, да, сбросим всякое бремя, свергнем с себя всякое бремя. Now, is that, how do we interpret that? Is that a literal sense? Do we all have a weight on us? Как нам это истолковывать? Это буквально, да, что на нас какое-то бремя, какой-то вес висит, который надо свергнуть? No. This is a figure of speech. Это образное выражение. And so this figure of speech of laying aside a weight to run a race, what is that figure of speech all about? И вот это образное выражение. Давайте сбросим с себя вот всякое бремя, всякую тяжесть, чтобы пробежать забег. Вообще, к чему это относится? О чем это говорит? А? Sanctification. Греху. Слово Well, no. Let's look at the figure of speech. I know the sanctification is correct. Я Это знаю. то, что нам мешает бежать. от Something этого. that hinders, that slow us down while running. Correct. This is the figure of speech is related to the Olympics. То есть образное выражение, оно указывает нам на, это образ из там, Олимпийских игр или спортивных соревнований. And so you have a Вы runner уже истолковывают наш. in whatever kind of games, in an Olympic games. То есть представьте себе бегуна там на любых соревнованиях, там Олимпийских, чемпионат мира, любой местный чемпионат. And so now you bring in this concept of winning a competition. И вот теперь появляется вот эта концепция, как выиграть соревнование. So how is sin pictured in this analogy, in this figure of Как speech? грех изображается вот в этой аналогии, в этом образном выражении. Лидер. Как as something that slow us down, as like a huge weight. It's a backpack. Sin Да, is как- this heavy backpack. Грех это такой тяжелый рюкзак на плечах у бегуна. And then it says it easily entangles. И дальше сказано, что этот грех, он легко нас запинает или запутывает нас. So again, it's related to running. Опять же, это связано с бегом. And so this is how you would approach a particular verse. Вот так вам нужно подходить к отдельно взятому стиху. And so now, how does that relate to the rest of the paragraph down below? This is about a father's discipline. И как это связано с оставшимся абзацем, да, который говорит об отцовской дисциплине? Как, so, it's a question. Yeah, just a Вопрос. question. How would that relate? Как вот это все связано с тем, что будет дальше, с вот этими, с отцовской дисциплиной, кого Бог любит, того и наказывает? Если сами не свергнем, то будем как этих коней водила надо, чтобы... So if we are not if we won't get rid of that burden and sin by ourselves, so God would do like His job and like the horses. So if we have an Olympic game analogy, what kind of discipline are we talking about? И у нас здесь образ Олимпийских игр, и о какого рода дисциплине или наказании идет The речь? encouragement is for self-discipline, То есть ободряет здесь автор к самодисциплине, so that you don't have physical discipline from your father. чтобы вам не получить физическую дисциплину от вашего отца. So this is how this piece right here hinges from Old Testament examples И вот каким образом этот стих вот здесь, он является переходом от ветхозаветных примеров, to this command of encouragement вот, и это повеление, да, здесь повеление-ободрение, using an Olympic metaphor, используя олимпийские вот эти спортивные метафоры, which requires incredible self-discipline. и жизнь спортсменов требует потрясающей самодисциплины. Specifically, it's about
your sin, особенно в отношении вашего греха. and it leads into physical discipline. И потом дальше переходит на физическую дисциплину. So now you have kind of a flow of quite a bit of this passage. Сейчас мы видим уже, как течет мысль, как развивается мысль в этом абзаце. And so this is how you approach that verse. Just break it down into all its little pieces И вот как вам нужно рассматривать каждый отдельный стих, просто разбить его на небольшие кусочки and work through the relationship. и разобраться в том, как они взаимосвязаны.